Я рада вас приветствовать на своем канале «Жизнь прекрасна». Сегодня мы посмотрим мысли вашего мужчины. Что ваш мужчина думает о вас? Ну, сегодня, да? Что он сегодня думает? Какие мысли у него? 3 варианта, девочки. Первый вариант. Что ваш мужчина думает о вас? Думает о развитии. Думает о каком-то развитии отношений. Думает о движении. Сейчас посмотрим, к вам или куда. Но думает развивать что-то, да? Что развивать? Да, думает в отношении вас, девочки, двигаться. Если вы семья, то укреплять эту семью. Если вы еще не семья, то создавать ее. Быть с вами. Думает действовать. Да, хочет выглядеть в ваших глазах достойным человеком, победителем. Ждет, что вы его примете. Но что-то он завис пока в этих думах своих, в мыслях. Что еще думает? Девочки, он здесь думает, что вы ему по судьбе. Что вы предначертаны ему. Здесь и повешенный, ну повешенного, ладно, не будем брать в расчет пока, да, просто вот по повешенному он завис в этих мыслях своих. Но здесь колесо фортуны, суд, паж чаш. Думает, да, все-таки, что вы ему по судьбе, что вы для него как манна небесная. По пажу чаш думает вам предложить что-то. Но судя по этим картам, что-то серьезное хочет предложить вам. Что еще он думает? Позвонить, написать. Какие-то робкие шажочки у него пока в вашу сторону. Что еще ты думаешь? Ну, девочки, хочет быть он с вами, в принципе-то. Если вы живете не вместе, то чтобы вы сошлись, чтобы вы к нему приехали. Что еще он думает? Либо сам, может, хочет к вам приехать. Какие-то, скорее всего, у вас здесь были, может, ссоры, скандалы, да, что-то вот было, что-то вы делили, какую-то ситуацию, что-то непонятное было. Думает, чтобы вот это все прекратились, разборки, да, причем как-то сами собой, чтобы прекратились, потому что у него к вам здесь чувства. Чувства бьют через край, если честно. Может быть, считает, что нужно вас у кого-то отвоевать, да, что придется ему побороться за вас. Что еще ты думаешь? Девочки, он здесь злится и ревнует. Тяжело ему как-то вот дается эта вся ситуация. Страшно. Ему тяжело и страшно. Боится. Я так полагаю, что он боится бороться за вас. Либо если вы поругались, то он боится подойти, потому что считает, что вы его отправите далеко и надолго, да? Что еще он думает о вас сегодня? Ну, здесь ревность и злость. Злиться хочет он, конечно, прибежать, наскоком как-то все решить, взять ситуацию в оборот. Страшно, очень страшно ему и тяжело. Что еще у него в мыслях о вас сегодня? Ну, здесь влюбленные, да. Страшно, что вы сделаете выбор не в его пользу. Сильно вы его притягиваете, он как-то подвис на вас, девочки. У вас может быть здесь даже такая ситуация, что вы только подумали что-то о нем, а он уже тут как тут объявился. Как-то вот сталкивает вас Вселенная, да, вместе. Что еще? Притягиваете вы его очень. В мыслях ухаживает за вами. Считает вас, может быть, где-то капризной девочкой, да?
но хочет ухаживать за вами. Не знает как. Но в планах у него объявиться, девочки. Может быть, вот пока вы смотрите этот расклад, он может вам уже и написать. Потому что хочет написать, либо позвонить. Но пока он что-то связывает по рукам и ногам, не знает. Боится, девочки. Что еще ты думаешь сегодня? Страшно опять ему, страшно сделать выбор. Может быть, думает написать, не написать. Может, боится, что вы не ответите, что посмеетесь над ним или еще что-то. Ну, здесь даже по дьяволу, да, очень вы его сильно притягиваете. Очень сильно. Ой, дьявол, смерть, солнце, девочки. Но у него здесь, конечно, сильные к вам эмоции, сильные чувства. Причем и чувства, и на физическом плане, да. Прям притяжение очень сильное. Может уходить в себя. Девочки, здесь может даже алкоголь присутствовать. Если вы ему не отвечаете или что-то как-то отворачиваетесь, он может даже, ну, как бы злоупотребить, да, алкоголем. Что думает? Что думает, вы холодно к нему относитесь. Что вы очень самодостаточная, и ваше решение, которое вы принимаете, вот оно единственное верное. Плохо ему без вас. Ну, почему плохо? Потому что он считает вас главной женщиной в своей жизни. Сиротинушкой он себя чувствует. Вот такие мысли. Хочет развития, хочет, чувства есть, желание есть, притяжение просто огромное к вам. Ну, зависимость здесь от вас, девочки. Здесь полная зависимость от вас. Вы для него здесь главной женщиной выступаете. Еще и по судьбе вас считает. Ни на какую другую он здесь смотреть не хочет, даже не собирается. Давайте продолжим. Второй вариант. Что по второму варианту мужчина сегодня думает о вас? Что у двоечек? Ну и здесь ухаживание. Ухаживание, подарки. Ну, видите, девочки, здесь сразу выходит король чаш. С одной стороны, он в вас влюблен, хочет за вами ухаживать. Но с другой стороны, король чаш это такой скользкий, знаете, тип. Водные знаки чаще всего здесь могут проскальзывать. Такой сам у себя на уме. Что еще он думает о вас? Ну, если думает, да, с другой стороны посмотреть, что он думает о вас, он здесь особо не думает. Здесь у него чувства к вам, да? Здесь любовь, влюбленность, ухаживание, дарение подарков, желание быть с вами, потому что заглядывает уже, как бы подойти, приехать, что опять борьба какая-то здесь вступает. Девочки, в скором времени может объявиться и объявиться с какой-то претензией к вам. Здесь, во-первых, и страсть, но и какое-то соперничество может быть. Может быть, вы не разделяете его точку зрения в каком-то вопросе, хочет отстоять это все. Чтобы вы поняли, что нужно делать так, как вот он говорит. Да, он хочет диалога с вами. Здесь, видимо, что-то вы, не знаю, не поделили. В какой-то ситуации у вас разошлись мнения. И он хочет отстоять, он планирует объявиться прямо в ближайшем времени со своими чувствами, что-то, может быть, вам подарить, принести, даже тот же букетик цветов. Но отстоять при разговоре, отстоять свою точку зрения. Как-то хочет переубедить вас все-таки в каком-то вопросе. Что еще он сегодня думает о вас?
Но здесь вот конкретно какая-то ситуация. У вас что-то произошло, из-за чего-то вы поспорили, может быть, даже поругались. Он говорит, что я лучше знаю, как нужно сделать, что вы здесь не правы. Хочет все-таки учить вас уму-разуму, девочки. Что еще он думает о вас? Судя по этим картам, вы поругались, ну, не сегодня и не вчера, да? То есть у вас вот напряженка такая уже какой-то период времени присутствует. Может быть, вы разругались и не общаетесь? Ну да, видите, и он лежит, бездействует. Ситуация зависла это. Что еще он о вас думает? Да, думает все-таки подойти помириться, разрубить, потому что он злится и он ревнует. Здесь злость. Ой, какая злость, девочки, он так злится на вас почему-то. Злится, что вы-то как бы видит, что вы наслаждаетесь жизнью, вам легко, весело и все прекрасно. А у него тут чувства, у него тут ухаживание, он хочет ухаживать, он и на физическом уровне, в принципе, хочет сближения с вами, да. Ситуация зависла, считает, что вы не правы, нужно поговорить ему, но он прям со злостью с какой-то намерен к вам. Вроде бы и хочет сдержаться, да, как-то конструктивно подойти, спокойно обсудить, но с другой стороны, внутри у него такая злость к вам. И уже какое-то время это все длится, бурлит у него. Истерика это. Ну, печалится, конечно. Грустно ему. Тоскует. Что еще он думает о вас? Ну вот, девочки, да, у него все мысли о том, как бы к вам подойти. Подойти и что-то предложить, чтобы уже вот это висячее положение, зависшее, закончилось. Все-таки хочет предложить помириться. Если у вас была семья, то хочет вернуть это все обратно, да? Потому что, ну, здесь кубки, девочки, кубки и жезлы, да? То есть человек вас любит и желает. Ну, в принципе, как и положено, да? Но с другой стороны, он очень злится. Да, да. Хочет все-таки подойти, чтобы развитие у вас было дальнейшее вашей семьи. Каких-то семейных отношений. Смотрит, наблюдает за вами. Опять диалог хочет, какой-то серьезный разговор хочет. Ну вот, у него все и предложения, девочки. Ждите, в скором времени объявится. Может, все-таки получится у него сдержать себя, да, свои эмоции. Может, все-таки получится поговорить спокойно, как бы. Но он вас считает, что вы не правы. Абсолютно не правы в этой ситуации. Любит кубки, то хорошая карта. Единственное, если бы не вот эта его злость, агрессия, да, какая-то. Вообще карта хорошая, да. Человек, есть у него и чувства, и желание, и быть с вами вместе, семью хочет, и планирует дальше двигаться по колеснице. Хочет, конечно. Неплохой вариант. Не знает, как помирить. Так, третий вариант. Что у нас у троечек? Что ваш мужчина сегодня думает о вас, троечке? Так, что по троечкам? Какие мысли вашего мужчины? Ой, башня, господи, сразу. Не знаю, что у вас тут произошло, сейчас посмотрим. Разругались, разрыв отношений, что у вас тут? Ну, чувство есть, сидит со своей любовью. Что думает? Думает прискакать со своим жезлом к вам. Ревнует, оглядывается назад. Ну, здесь, видимо, и вправду у вас разрыв отношений по башне. Что он думает? Он думает, что чувство у него есть к вам, девочки. Желание есть к вам приблизиться, прискакать, прям ревность. Вспоминает прошлое, оглядывается назад. Хочет, ну, у него большое желание к вам
приблизиться и поговорить о чем-то. Разница у вас, да, скорее всего, здесь какая-то, может, возраст или еще что-то, но есть здесь какая-то разница. Боится. Был уход. Ну да, башня, уход. Понятно. Страшно ему. Желание есть прийти, приехать. Но страшно. Наблюдает. Здесь наблюдение. По интернету, да, здесь наблюдает. По соцсетям за вами. Может, переписку перечитывает, если вы общались. Есть какие-то сообщения. Что еще? Кто вас думает? Если здесь был уход, то думает приехать, девочки. Сократить расстояние, убрать эту дистанцию, быть с вами вместе, да? Но не может пока принять решение. Нужно ехать, не нужно. Ему страшно. Он боится, девчонки. Но по миру, ага, солнышко вы для него здесь, да? Ему хорошо было с вами. Может быть, у вас даже общие дети есть. Планирует. Может быть, если вы в разных городах, то он уже может и цены на билеты просматривать. Ну, что-то вот он узнает, чтобы сократить расстояние между вами. Что еще он тут думает о вас? Хочет как-то хитростью взять это все дело в оборот. Будет отстаивать свое. Либо думает, что вы ругаться будете. Если он к вам придет, то вы будете с ним, ну, то будет у вас скандал, собственно говоря, вот что будет. Думает хитрить, как-то налегке, из-под тишка как-то объявиться, появиться. Что еще он думает? Невзначай, как бы, знаете, подстроить ситуацию, что якобы случайно это все. Ну да, предложить что-то, позвонить, написать. Опять здесь выбор. Не может определиться пока он. Не может решиться на какие-то действия. А уходит в работу. Ну, по колеснице он думает действовать, конечно. И действия-то эти будут, скорее всего. Сейчас, вот ему нужно определиться, да, решиться на этот шаг. Но пока уходит в работу. Либо у него финансов не хватает, чтобы вот приехать к вам, да, сократить это расстояние. Либо просто уходит в работу, чтобы отвлечься как-то. Ну, он в отшельниках. Ну да, он уходит в работу, девочки. Один-одинешенек. Что еще он думает о вас сегодня? Ой, ну тяжело ему, конечно, тяжело дается эта ситуация. Ну, здесь десятка мечей, девочки. Ну, раздавлен человек, что я могу сказать. Причем вами же раздавлен. Вы прекрасная и красивая. Он сидит в отшельниках, ушел в работу, не может решиться ни на какой шаг. Хочет, но боится. Боится поругаться с вами. Желание огромное, конечно, есть. Отношения рвутся вообще просто с треском по швам, да? Но вы его раздавили, собственно. Надеется на судьбу. Что он надеется на судьбу? Ну, по колесу фортуны надеется на новый виток ваших отношений. Ну, посмотрите, вы здесь королева пентаклей, здесь девятка пентаклей. Ну, вы главное, да. Других-то и вообще нет. Да, и он отшельником выпадает. Что ты тут надеешься на судьбу, расскажи. Ой, устал. Устал, не знает, что делать, неопределенность. Уже готов на Луну выйти. Ну, надеется. На что он надеется? Что вы все-таки вернетесь и будете его императрицей. Ну, здесь о вас речь идет, девочки. Да, надеется, что все-таки у вас получится, что вы будете с ним вместе, будет у вас семья, четверка жезлов, прекрасная карта. Все счастливые, довольные. Надеется.
Будет какие-то робкие шажочки делать в эту сторону. Ну да, будет девочке как-то действовать, ухаживать. Все-таки он примет решение наконец-то, родит его, да. Все-таки решится на какой-то шаг, на действие в вашу сторону. Ну, потому что желание-то огромное. И в отшельниках ему совсем не камильфо быть. Тем более раздавленным, в таком у него подавленное состояние. Чувство есть, желание есть. Будет действовать. Когда ты начнешь действовать? Давайте посмотрим. Когда ты начнешь действовать? Ой, да в принципе очень скоро. Все, он определится, девочки. Он выйдет вот из этого состояния. Не знаю, 6 дней. Чего там еще может? Ну, 6 месяцев нет, конечно. Ну, вот в пределах 6 дней, неделя он даст о себе знать. Он прискачет, конечно же, к вам. Выйдет он из этой неопределенности. Решится, девочки, решится. Чувства есть, мысли такие. Ну, вот ему нужно созреть. Подождите немножко. Дозреет и принесется к вам. В принципе, и перспектива неплохая. Это был третий вариант.